Это вот все датсаны Бурятии и главный российский датсан и волгинский датсан. Центр буддизма России, правильно? Центр буддизма России, официальная резиденция пандита Хамбула-Мы и единственный в России буддийский университет. Единственный университет буддизма. Смотрите, кто нас встречает в центре буддизма. Вот такие вот маленькие его обитатели. А это обитатели чуть побольше. На территории Волгинского датсана можно разделить на две части. С южной стороны находятся культовые постройки, находится официальная резиденция пандита Хамбула-Мы. Это вот коричневый домик с зеленой крышей прямо по курсу. Вот в центре находится буддийский университет. А с этой стороны, можно так сказать, студгородок. То есть здесь находятся домики лам. Сами священники здесь живут, но поскольку эта школа относится к школе Гелук или Гелукпа, она пришла к Тибету, то здесь очень важно вот именно существование наставника, учителя. Лама вообще переводится как учитель. И вот в домиках, даже в общежитии, студенты живут обязательно в одном доме с ламой. То есть здесь один домик, один лама, и при нем 3-4 хуварака. Хуварак, Это ученики, да? Это ученики. Хубарак или хуварак, вот это вот слово используется. Учатся ребята в течение 6 лет. Здесь они на выходе уже становятся священниками, то есть они могут уехать в свои родовые датсаны или где-то основать общину, проводить службы, да. И они все, вот как мы говорили, уже все астрологи. Ну, они, конечно, философы, психологи, могут оказывать такую моральную помощь, да, основами медицины владеют. Ну, если они хотят дальше развиваться, то они заканчивают медицинские. Собака, котята. Ничего себе, что они. Ой, ё. Хочет играться. Гиды написали, кто-то подбросил котят. Молитвенные барабаны или хурды. Вот, да, молитвенные барабаны. Их надо как крутить? Их крутить нужно слева направо. Внутри, вокруг оси завернуты вот эти как раз листочки с молитвами. Молитвы написаны на тибетском или на санскрите. И когда мы вращаем барабан, мы создаем ветер внутри барабана, который за нас начитывает вот эти молитвы. То есть мы можем, например, не уметь читать по-тибетски, да, или на санскрите, но мы можем также практиковать, то есть произносить эту молитву, просто вращая барабан. Обязательно по солнцу вращают традиционно не меньше 3 раз. Ну, бывает, что лама может вам посоветовать, например, столько раз вращать, сколько вам лет. Ну, если какой-то случай особенный. А надо все 3 вращать или можно Каждый один? барабан отдельно, да, вы вращаете. А их очень много, их более сотни на территории комплекса этого. И все барабаны желательно повернуть по ходу. А их лама как-то освещает? Обязательно, или... конечно. Да. И у нас даже есть в городе Улан-Удэ театр бурятской драмы. Это единственный в мире театр, где спектакли ставят на бурятском языке. И там театр начинается не с вешалки, а с хурде, с барабана. Все, кто приходит, сначала вращают барабан, а потом уже идут в театр. Вот мама как раз ходит. Они традиционно одеты в бордовые одежды. Это традиционная одежда пришла из Индии. То есть так одевался сам Будда Шакьямуни. Будда — это название, которое определяет человека, освободившегося от страданий. Да? То есть он прекратил страдания, вырвался из круга перерождений сансары. А Шакьямуни — это как бы его фамилия, которая говорит, что он из рода Шакьев происходит. Шакьи — это была царская семья. Он вообще же принц по происхождению. Ну, то есть вообще вот в буддизме нет понятия бога-создателя, бога-креатора. И буддизм долгое время вообще как религия не воспринимался. Это была традиционная, ну, школа жизни его называли. Вот, потом сформировалось философское учение, и потом он уже приобрел такие признаки религиозности. То есть появились обрядовость, да, вот эти вот всякие ритуалы. Но у ламу, когда спрашиваешь, что такое буддизм, он говорит, конечно, это больше философия, да, это такой подход жизни. Но, как сами ламы говорят, большинство людей приходят решать свои жизненные проблемы, бытовые какие-то.
Мы сейчас с вами такой жилой комплекс обойдем, по ходу совершаем гору, делаем круг, в который вписаны в квадрат. Вообще все храмы и сама территория Дацана это мандала. Дацан переводится как монастырь, входит, да, там аварии, и ну, там, где раньше православные кресты ставили, да, принцип такой же. То есть она просто своим присутствием, она очищает пространство. Вот это одни из самых старых молитвенных барабанов. Они с 80-х годов здесь появились. Раньше вообще... И они их не подкрашивают. Вот он с 80-го года вот как нанесли вот эти вот... Их подкрашивают, иногда подкрашивают. Вот здесь мы видим уже 2 слоя краски. Видите, красный, бордовый выступает. Но стараются так делать хорошо просто. Вот здесь 8 символов благой судьбы. И видим вертикальная монгольская письменность, на которой вообще все дело производства в Бурятии раньше было. То есть буряты вот на старомонгольском языке говорили и издавали книги, газеты вот на этом языке. С приходом советской власти сначала вот этот язык переложили на латиницу и хотели вообще идеи коммунизма дальше распространить на восток. Ну, страны Монголия, Китай, Корея, Япония. Ну, можно сказать, частично план выполнен был, но вот эта вот латиница оказалась неудобной в использовании, и потом переложили ее на кириллицу, и сейчас бурятский язык, он кириллическими буквами пишется. Вот, а здесь мы видим тибетский язык, такая очень красивая тоже письменность, он пишется слева направо, это буквы. Ну, говорят, не очень сложно в изучении, я пробую разбираться, ну, как можно сказать, даже не начала. Вот, ну, говорят, совсем не сложно. Только надо память как бы хорошую иметь. Вот. Память и время самое дорогое у нас. Самое ценное, чего мало, да, это время в молодости. Кажется, что его завались и не хочется учиться, а потом ему все время не хватает. Вот, и обычно на барабанах пишут название молитвы, которая внутри. То есть каждый барабан там какому-то очищению соответствует. Да, мы когда его вращаем, молитвы эти считается, что зачитываются. Вообще все службы вот в Бурятии, да, если они относятся к буддийско традиционной санхи России и к школе Гелук, они ведутся на тибетском языке. То есть ламы, они прямо тибетским пользуются как разговорным. И вот в этом барабане, он большой, там может быть, допустим, 1000 свитков вот этих вот мантр. Они бывают нижние, верхние. И мы когда вращаем, да, один поворот равен прочтению вот этого количества мантр. Допустим, их там лежит 1000 листочков, а на каждом листочке 100 раз написано мантра, да. То есть 100 на 1000 уже 100 000. Это один поворот только. 100 000 раз мантру мы начитали один раз, повернув хурде. А их сколько хурде, да? И поэтому ламы говорят, что ни один лама не сможет за вас. А вот смотрю, какие-то монетки оставляют. Да, это тоже подношение. Вот здесь монетки. Тут у нас иногда доходит до того. Тоже оставим. Но лучше их в ящички собирать. Ламы. А это вот туда вот? Да, специально, потому что потом их сложно поднимать. Ну вот, ящичек. Так, там здесь куда? Сюда вот прорезь. Здесь вот обычно сюда вот. божество какое-то ставят, а сюда пометку. Все, готово. А нету никаких там таких мини-барабанов, там типа сувенирных? Вот ты себе покупаешь и крутишь дома. Вот. Есть, у нас есть даже автомобильные барабаны, даже на батарейках едешь, а он сам крутится. Есть ветряные барабаны, то есть от ветра они крутятся. Конечно, принцип как бы, ну, один, да, то, что молитва должна произноситься все время. А каким способом, это уже другой вопрос. Вот. Есть даже ручные, вот так вот идешь, крутишь. Ну да. Разные варианты. Вот на выходе будем проходить через сувенирный лавку, там можно приобрести. А это вот в этих вот цветниках, это какие-то определенные растения растут или просто трава? Ну, они не лекарственные пока, то есть, ну, возможно, какие-то используются в медицине, но такой задачи не было. Здесь пытаются озеленить немножко территорию, чтобы, ну, как бы для людей делать. Вообще вот такие буддийские общины, они образуются двумя целями. Одна цель – это развитие учения, и тогда вы эту общину вообще не найдете, потому что она будет основана где-нибудь далеко в горах, в какой-нибудь распадке, который вообще никому не виден, никто про него не знает. И там они могут жить всю жизнь, развивать свои учения, ну, туда могут к ним попадать ученики.
Вот. А есть еще другой вариант, это для блага всех живых существ. И тогда такой комплекс будет строиться рядом с жилым массивом, то есть рядом с людьми. Кстати, одно из зданий, которое еще с 45-го года осталось, данная община, она была создана в 45-м году. Буквально за несколько дней до окончания войны, 3 мая 1945 года, у нас подписали указ о том, что разрешается создать буддийскую общину в окрестностях. Так, это уже Улан-Удэ был. С 1934 года он Улан-Удэ. И местная администрация стала перед сложной задачей. Смотрите, с одной стороны, надо было показать, что количество атеистов растет, даже век атеизма был, а с другой стороны, нужно было выделить участок под буддийскую общину. И первый участок, который рассматривали, это был вообще аэропорт Байкал, Мухинские болота. Задача была выделить болото, чтобы они помучились и желательно загнулись. Вот. Но подумали, что Мухинские болота слишком близко, всего 10 километров. В общем, перенесли сюда. Это та же Волгинская долина, только еще дальше. Здесь был колхоз Сталина и деревня на расстоянии. Вот потом деревня выросла, и она уже сейчас доходит до границы этого монастырского комплекса. И, кстати, сам указ подписал Сталин. Вот. И существует такая история, что она документально подтверждена была, когда к 75-летию Победы готовились в Москве. Они нашли подтверждающие документы о том, что во время нападения на Россию Сталин вызывал из лагерей, из тюрем буддийских лам, наших бурятских лам, и он у них совета спрашивал. И он говорил, что мы можем сделать, да, какие можем предпринять. И вот они как раз тогда делали астрологический расчет, и они на Гитлера рассчитали, и они увидели, какое ужасное порождение это появилось. И у них первая мысль возникла, что его надо немедленно умерщвить, иначе будут тяжелые последствия. Вот, но эту версию они тоже отмели, потому что не совпадает с принципом, да, буддийским в целом. Вот, и они сказали, что мы можем провести сильный обряд тантрический и изменить погодные условия. И вот он спросил, что вам для этого нужно. Они сказали, нам нужны ритуальные предметы, которые хранились тогда в Улан-Удэ в фондах музея истории Бурятии. Антирелигиозный музей их там собирал. Это они там находились. И они самолетом сюда прилетели, забрали все эти ритуальные предметы и в Москве провели тантрический обряд сильный. Вот. И мы помним, что первые 2 года войны, они как раз были очень холодные. То есть там в сентябре прямо снег выпал. И это на какое-то время остановило продвижение вглубь страны. А вот эти вот ленточки, что висели? Эти ленточки, это вообще изначально это подношение, которое существует в шаманской традиции. Вот мы как раз об этом поговорили. Когда мы едем через перевалы, мы подносим духам, хранителям местности, потому что считается, что у духов, у них плотские привычки остаются. То есть когда-то они были живыми, либо людьми, либо животными, и у них остались плотские привычки. То есть они хотят одеваться, они хотят пить, кушать. Кто курил при жизни, курить хочет. Вот Василий сказал, сигарету бросим, да, почему? Я думаю, он прикалывается, шутит. Нет, это подношение. Вот, и мы когда можем также поднести одежды, то есть мы можем ниточку, вот, допустим, из шарфа я выдернула ниточку, а в мире духов вот эта вот моя ниточка превратится в несколько метров ткани дорогой, да, и мы должны небольшой кусочек ткани духам поднести в святом месте, и тогда духи будут счастливы, довольны, и нам пошлют удачу. То есть у нас в дороге все будет хорошо, и все цели, за которыми мы поехали, мы их осуществим, мы их достигнем. Вот сейчас, кстати, тоже мы с вами занимаемся чем? Мы занимаемся с вами динамической медитацией. Я уже как-то чувствую, что как-то проясняется голова. Это правда? Я же с ночного перелета, я там поспал буквально часа 2. Вот. Да, это точно будет так. И здорово, что вы это чувствуете, потому что даже вот для того, чтобы выбрать место, да, где основать общину, тоже же делается астрологический расчет. И прямо вот где дом поставить, делается тоже расчет и специальные обряды. Поэтому, когда ты сюда попадаешь, у тебя действительно проясняется сознание, перестает болеть голова, как-то успокаиваешься, отдыхаешь. Воду сегодня прекрасно, если прям тоже повезло.
солнце светит. У нас Бурятия солнечная республика. Мы мало того, что мясная республика, да, мы еще солнечная республика. И Улан-Удэ по России занимает первое место по количеству солнечных дней в году. Ну, это Ничего был- себе. да. Не Сочи там, Да, не Это- Крым. это была статистика 2019 Мгм. года. Ну, в принципе, она сохраняется. Посчитали, на первом месте оказался Улан-Удэ, второе место Хабаровск, Мгм. третье место Севастополь, а Сочи даже в тройку не вошел город. Вот. И у нас такая погода, она практически всю зиму стоит. Ну, вот в сентябре сейчас такой бабье лето идет, вообще сентябрь затяжной, теплый. И вот опять прям тепло вернулось. Листва очень долго держится в этом году, это для нас не очень обычно. Очень красивая осень, теплая такая прям. Спасибо за это. Да. Что зима у нас, конечно, сейчас начнется холодненькая. Ну, Жаргал Бакша, Здравствуйте. проректор буддийского университета, наш учитель. Официально 5 святынь, которые официально объявили на последнем собрании буддистов. Это неиссякаемое драгоценное тело Этигэлова. Про него слышали? А вот, извините, вот на этом они передвигаются? Это для бочки с водой. А, я думал, они на этом есть. Скутер такой, да, Ну, буддийский. думаю, ничего себе. Ещё в цвет. Да. Шафранового цвета. Ошибочка. У вас, кстати, курточка такая прям тоже подходит. Да. Заметите, если... Я специально ее подобрал, потому что много солнца, самый солнечный регион. Я думаю, надо в цвет одеться. Потом... Без фанатизма. Мгм. Так, что-то спокойнее. У нас вообще регион более-менее спокойный. Поэтому все вот эти экстремальные вещи у нас не развиваются, наверное. Территория буддизма, так скажем. У нас вообще изначально очень много народов проживало на республике, на территории республики. И вот если смотреть по национальному составу, мы с вами начали говорить об этом, да, 30% буряты, получается 60% это русские, а Мгм. 10% это весь национальный состав России. То есть у нас вот давно уже началась такая тенденция, что разные народы проживают здесь давно, мирно, никто никому не мешает, очень много конфессий вместе живет. В городе Улан-Удэ, например, у нас и православные, и старообрядческие, и буддийские, и шаманистские храмы прям стоят, и мечеть у нас, и католический храм. Все в одном городе небольшом, вообще без проблем. Нет Ну, у нас Беларусь тоже много национальная, много конфессий. Вот, ко всем уважительно относятся, вот, к любой вере. Поэтому Хорошо. я Ну, поэтому и говорю, что было бы неплохо, что если бы у нас тоже такое было, он бы тоже там пользовался популярностью, потому что сейчас очень многие вот именно этим интересуются, вот многие пошли йогой заниматься, вот, прям ездят специально там и на Тибет, там в Индию изучают йогу, потом приезжают, у нас уже там проводят там занятия. Вот у нас классно вообще в Бурятии ретриты вот именно делать по йоге, там медицинские. Кстати, на базе Центра восточной медицины на берегу Байкала у нас также практикуют лечебное голодание с методами восточной медицины. Кстати, к методам тоже интересным относятся обертывание. Обматывают вокруг человека и его укутывают, он лежит там минут 30-40 вот в этом отваре, по идее. Тоже Слушай, особо... ну прикольно, обертывание, то есть Да. простынь обертывание. замачивают в горячем отваре целебных трав, и потом Да. заворачивают человека, и он сколько минут лежит? Ну, минут так, 20-30, где-то так. 30-40. Ну, как вот обычные процедуры, маски делают. Так, А я должен лежать там в обычной комнате или может там в сауне, там, в хамаме? обычная комната, кушетка и, правда, одеяла такие, ну, как спальники наподобие, такие просто удобные для процедур. Тебя обернули в этот... И в спальник. Да, и спальник такой, утеплитель Ну, как бы. Ну, ну, или супер. одеялом укрыли. Ну, хотя это ж можно и в сауне тоже. Обернули и в сауну В положили. сауне долго лежать тяжело, потому что тяжело, жарко, да. а так у тебя голова как бы в холоде, а просто там Ну не да. жарко, там тепло. Мгм. И вот через раскрывшиеся поры, да, то есть они сначала поры раскрывают, ну, то, что она просто теплая, и через открытые поры заходит отвар. Ну, Мгм. примерно принцип как фитобочка, только не такой Мгм. жаркий. Ну да, наверное. прикольно. Ага.
Вот, что делается. То есть нагреваются камни байкальские. Ну вот у они нас такие- есть услуга стоун-терапия. У нас берется байкальская галька. Мгм. Это гранитные, мраморные породы, они очень теплоемкие, хорошо держат тепло и тоже по энергетическим каналам выкладывается, укрывается Мгм. и лежишь так. Ну, это вот на базе центра А восточной медицины. провозить можно эти гранитные? Там на Байкале где-нибудь есть? Можно собрать? Их можно собрать, только у нас, как говорят, вообще вот буряты говорят, с Мгм. Байкала брать ничего нельзя, Мгм. потому что Байкал священный. Это Мгм. вот все, что лежит на его берегах, все священное. Там даже деревяшечку не надо цеплять. Мгм. Но если вы решили какой-то сувенир прям взять, вот вам сильно надо, то вы должны какую-то компенсацию Подношение. оставить, да, Мгм. подношение. Ну, иначе, опять же, у вас вот это вот Карма. карма, баланс нарушен, и у вас будут забирать другими способами. Мгм. Вот поэтому очень важно. Мы стоим перед первым соборным храмом этого комплекса. Это Чойра Дуган. Сегодня здесь факультет Чойра, университет, да, это здание университета. Но вот этот храм был как раз открыт в 1946 году. Документы подписали о создании общины в 1945 году, а в 1946 году прошла первая крупная служба, поэтому здесь вот эта дата установлена, изображена. Вот, местные жители купили 2 жилых дома из деревни, перевезли их сюда, совместили, сделали такой соборный храм, и вот с тех пор он здесь находится. В основном все, посмотрите, настоящее яблоко. Бурятская яблоня. Вот такие вот маленькие яблочки. И вот, Так а что, они больше не вызревают просто? все, они готовы, они созрели, вот покраснели. Они вкусные очень, когда мороз их убьет, Мгм. ну, стукнет. Они становятся такие сахарные, у меня аж слюнки потекли, сахарные, сладкие. А так на них делают настойку. Варенье, конечно, мы не варим, ну, может, так детишки погрызут, настойки делают. Для варенья, конечно, очень хлопотно. Или мы милостыню. И вот что до 12 часов собрали, то и ели в этот день. Вот, поставил чашу перевернутую и сказал, ну, постройте сооружение на это похожее, туда мой прах положите и будете поклоняться вот ему. И поэтому у ступа всегда будет квадратное основание, это как бы уже классическая форма. Средняя часть может отличаться, но здесь мы видим ступы просветления, то есть она вот, у нее квадратная средняя часть. А вот там вдалеке, там вот видите, уступ у всех средняя часть разная. Там их 8 видов. Чаще всего 8 видов как раз вот воздвигают, но их вообще больше 1000, наверное, разновидностей бывает. Зависит от страны, там, от события, человека, которому посвящено. Вот. Чаще всего ступу просветления именно ставят. И изначально ступы были именно реликвариями. То есть они в себе содержали вот, прах, да, Будды. Потом могли там царей вот так вот хоронить, как бы, да, реликварий царств. Они не дают обетов, они не доучились, образования у них тибетского, буддийского нет. Они могут просто в светскую жизнь вернуться, жениться, так сказать. Ну и ламы, в принципе, тоже же женятся. Но не самые плохие люди получаются, надо сказать. Потому что у них какие-то склонности все равно есть. Они обычно, ребята, очень усидчивые, с хорошей памятью, логическое мышление такое неординарное. Обычно это дети талантливые, конечно. Нижняя часть комплекса здесь храмовые постройки. Этот храм соборный, он главный на сегодняшний момент. Здесь проводят соборные службы по большим праздникам. Все ламы монастыря съезжаются. Приезжают ламы из городских дацанов, из региональных дацанов, и они все вместе проводят молебен. Обычно самый крупный молебен – это по случаю наступления Нового года по лунному календарю. А вот и тигры, самец и самка. Бывает, что львица, она с львенком изображается, она как бы с ним играет, вон под лапкой у нее лежит. Вот. А тигры здесь установлены в знак того, что это мужской монастырь. Если был бы женский буддийский монастырь, тогда были бы пантеры. И у нас в Улан-Удэ, кстати, есть женский буддийский монастырь. Но женщинам сложнее уходить в монахини, потому что семья, дети, как бы особо там не почитаешь мантры. Обычно уходят женщины пожилые, которые уже детей вырастили и овдовели. И они тогда постригаются, прям тоже все волосы состригают, ногти состригают и уходят в монахини. Первые, мы видим, что территория комплекса
расширяется дальше на юг. И там тоже стройка идет, вот новые ворота построили. Ну, почтение. То есть, традиционно буряты друг другу дарили такие длинные шелковые отрезы ткани, которые им служили поясами. 5-7 метров шелка. Это стоило раньше дорого, потому что привозили все с Китая. Но сейчас это на уровне символа все осталось. Но смысл такой же, что мы тебе прям очень дорогой подарок подносим, да, тебя так уважаем, что вот такое отношение тебе делаем. Вот, они, конечно, сейчас не из чистого шелка, синтетика, но это все символично осталось. Поэтому вы сейчас пойдете и тоже вот такой жест покажете. Его складывают повдоль, открытый край делается от себя, то есть мы таким образом показываем, что у нас открытые намерения. Да? Мы ничего не скрываем, там с войной пришли и так далее. Вот. И мы выказываем ему уважение. Он находится вот в этом дворце, то есть это Ордон, дворец называется. Это здание является копией Янгажинского дворца, где он служил при жизни. Вот, и здесь он хранится. Вот, кстати, зайдем, когда обратите внимание, что там нет никаких специальных приспособлений для его консервации, да, нет там ни кондиционеров, там ни раствора никакого. Открытые окна, обычным воздухом он дышит. Вот с ним всегда находится в этом дворце хранители, у него 3 основных хранителя. Один Бимба Лама, который, кстати, получил информацию, что вот сидит под землей некий Лама. Остальные молодые ребята, они, ну, его подчиненные.